Здравствуйте. Это канал «Когда болеет близкий. Дневник мамы». Я Екатерина Варади, его создатель и ведущая. Представьте себе ситуацию. Вы приходите на обычную консультацию с хирургом. Болен ваш сын, которому 20 лет. И врач осматривает вашего сына, после чего начинает разговаривать с ассистентом на том же языке, на котором разговариваете вы. В нашем случае это венгерский, поскольку мы живем в Венгрии, но с использованием большого количества латинских терминов. И по этим терминам я понимаю, что речь идет об ампутации ноги, причем не только ноги, но также части крестца, левой почки, прямой кишки, выведением стомы, и бог его знает еще что. Но вот это то, что поняла я. И я понимала слава богу, мой сын и муж не понимали. И первая мысль, которая у меня возникла после того, что я услышала, это немедленно вывести их оттуда. Потому что у нас еще нет диагноза. У вас еще нет диагноза. И представьте себе вашу ситуацию, что бы вы делали в этом случае. Сегодня я хочу рассказать вот об этой, наверное, одной из самых страшных врачебных консультаций в нашей истории и о том, почему мы сказали «нет» врачу, который нам это предложил. Итак, начинаем с хронологии, потому что я иду в болезни моего сына по хронологическому таким вехам, да, что у нас произошло. Рассказываю то, что мы переживаем, не для того, чтобы посмаковать подробности, а для того, чтобы потом дать вам рекомендации, которые, как мне кажется, просто к этому нужно быть готовым. И быть готовым к принятию определенных решений. Например, мы не всегда были к этому готовы, потому что мы оказались в такой ситуации впервые, и у нас не было того, кто дал бы нам похожий совет. Собственно, именно ради этого я и создала этот канал. Я буду подглядывать, потому что для меня эта тема очень тяжелая, и я боюсь, что я что-то упущу. Я составила себе короткий план. Итак, в какой ситуации находимся мы? Ване сделали МРТ, выяснили, что размер опухоли не увеличился с сентября, это на дворе стоит июнь. С сентября по июнь размер опухоли не увеличился, ни одного метастаза у него нет. Все онкомаркеры, кроме маркера воспаления, у него отрицательные. После долгого изучения его 3 биопсий приходит результат, в котором ставятся 2 возможных диагноза. Воспалительный характер опухоли, поскольку опухоль происходит... Вот у Вани очень сильный ЦРБ, это реактивный белок, очень высокий, что вообще не характерно для злокачественных опухолей. У него в районе там 250, 300, 200 реактивный белок. И второй вероятный диагноз, после того, что действительно было совершенно непонятно, что это такое, там было написано, возможно, светлоклеточная саркома. По-английски это называется clear cell sarcoma. И этот диагноз очень быстро из потенциального, возможного, превратился в окончательный, без дополнительных исследований. И нам после этого стали ставить везде, что у нас светлоклеточная саркома. Вопрос о возможном воспалительном происхождении опухоли уже не стоял. И мы в тот момент не знали, что это сыграет роковую роль в нашей истории. После того, как готовы все анализы, сделан был ПЭТ-КТ, это исследование, которое показало, что нет метастазов. Ваню обследовали на возможность меланомы, потому что нашли ряд клеток, которые характерны для меланомы. То есть все обследования были закончены, и мы ждали решения онкокомиссии. К тому моменту решение онкокомиссии еще не пришло. В Венгрии в онкокомиссию входит обычно 7 врачей-онкологов разных профилей, крупных специалистов в этой области, и, собственно, именно они назначают лечение. То есть в тот момент диагноза у нас еще не было окончательного и не было назначено решение. То есть, скажем так, вот этот диагноз clear cell sarcoma, он тоже был еще под вопросом, потому что потом он должен был быть утвержден вот как раз в этой онкокомиссии. Но мы, понятное дело, не останавливаемся, потому что мы понимаем, что, да, мы получили некую передышку, но у Вани низкий гемоглобин, у Вани очень высокий ЦРБ, потому что ему не колят антибиотиков, и у него температура.
И мы понимаем, что нам нужно что-то решать, то есть нужно разобраться вообще, что это такое, потому что онкологи говорят, что не характерно для сарком и вообще для онкологии такое сильное поднятие ЦРБ. Говорят, что обычно, опять же, это не мое мнение, это мнение врачей, которые нам озвучили не один раз, обычно это где-то, может быть, 50, 60, 70, это прям чуть ли не самый потолок. У одной моей знакомой, у которой полно метастазов, к сожалению, она на 4-й стадии, у нее ЦРБ равен 5. Соответственно, мы начинаем искать, и через знакомых нам удается договориться о консультации с очень известным в Венгрии хирургом. Ну, звезда, светило, который делает практически невозможные операции. Работает он в ортопедической клинике в Венгрии, то есть вроде бы как и по профилю. И мы назначаем с ним консультацию, он нас назначает на 7:30 утра, до смены своей, на начало смены. И мы отправляемся туда. Приходим. Мужчина средних лет, достаточно приятной наружности. Имеется в виду, не похож на злыдня сильно, извиняюсь, да, ну, потому что ты хочешь, конечно, увидеть человека, который тебе хотя бы улыбнется, ну, как-то тебя приободрит в той ситуации, в которой ты находишься. Мы передаем ему Ванины документы, он смотрит снимки, осматривает Ваню и начинает обсуждать с ассистентом, ну, судя по всему, это был ассистент женщина, при Ване, при муже, при мне, начинает обсуждать ситуацию. И тут надо сделать маленькое отступление, потому что я филолог, я закончила филфак МГУ. И я в детстве хотела быть врачом. Соответственно, я перечитала огромное количество всякой медицинской литературы, начиная от повести, рассказов, посмотрела много фильмов, вплоть даже до медицинских учебников. То есть я достаточно неплохо ориентировалась в медицинской терминологии. Чего, слава богу, я не могу сказать о муже и о сыне. Они были совершенно не в курсе дела, поэтому они не услышали того, что врач обсуждал с ассистентом ампутацию ноги Вани, левой. Причем не просто ампутацию, а ампутацию вместе с частью крестца. Также ампутацию левой почки, удаление прямой кишки и выведение стомы. Для тех, кто не знает, стома – это такой мешочек, в который собирается кал, в том случае, если у человека нет прямой кишки. И в тот момент, когда я это слышу, то есть вы понимаете, да, что мы пришли просто на консультацию, и, безусловно, я не могла себе представить, что такие вещи можно вот так спокойно в такой обстановке, без подготовки предварительной какой-то, обсуждать перед 20-летним больным. Я понимаю, что самая моя главная задача сейчас вывести мужа и сына из комнаты и потом поговорить отдельно с врачом. Я отзываю врача, тихонечко прошу его, если можно, чтобы мой сын с мужем вышли, а я под каким-то надуманным предлогом останусь, тогда он мне скажет. Он согласился. Я, опять же, под очень сильно надуманным предлогом удалила мужа и сына оттуда. И спросила: скажите, пожалуйста, правильно ли я вас поняла, что вы говорили об ампутации? Он говорит: да. Я говорю: расскажите мне, пожалуйста, об этом подробнее. Он сказал: ну, удаляется половина крестца, удаляется левая почка, удаляется часть прямой кишки, соответственно, нужно будет выводить стому. И тут я понимаю, что, в общем-то, в этой ситуации протезирование невозможно вообще, потому что не на что крепить протез, поскольку просто человека практически, ну, от пояса больше нет с левой стороны. И я ему говорю, врачу, я говорю: ну, вы знаете, вообще человеку 20 лет. И я так понимаю, правильно, да, что нельзя будет ставить протез? Он говорит: да, вы правы. Ну, я говорю: а как? Это же действительно очень серьезная, настолько необратимая операция. И он мне, знаете, так очень, ну, да, не то чтобы надменно, ну, как-то так, знаете, сухо говорит: мы здесь спасаем жизни, а не конечности. И я говорю: позвольте, а, дело все в том, что у нас еще нет диагноза. Вы же видели, что еще не было онкокомиссии по нашему вопросу. Мы вообще не знаем, что это такое. И он в процессе начинает мне рассказывать о том, как он удачно делает такие операции, что уже прецедент был, достает мобильный телефон и показывает мне кадры операции, которые делали у молодой женщины, тоже точно так же удаляли половину крестца, ногу. И он мне показывает эту операцию в подробностях, потом показывает отрезанную ногу, потом показывает зашитую культю,
Лица женщины не было видно, то есть в данном случае о нарушении персональных прав мы не говорим. Но нужно сказать, что это для хирурга совершенно нормальная рабочая операция. Хорошо, что я готовилась в врачи, то есть я там меня не стошнило, я не упала в обморок, не разрыдалась. Но я совершенно не представляю, что было, например, с мужем и с сыном, если они это увидели. И когда я ему сказала еще раз, я говорю: вы знаете, я понимаю, что вы спасаете жизни, но в данном случае мы даже не знаем о том, что это у него. Смысл, то есть если мы отрежем ногу, у нас не будет другого варианта, поэтому я предлагаю все-таки дождаться диагноза. Он говорит: ну хорошо, если хотите, дожидайтесь. Приблизительно с такой интонацией. Но все-таки сделайте МРТ. Забегая вперед, я могу сказать, что МРТ мы не смогли сделать, потому что в Венгрии нет таких МРТ, на которые можно делать лежа на животе. То есть Ване нужно было лежать на спине в его ситуации, когда у него были абсцессы, которые, да, продренировали в онкоцентре, но не все. Лечение у него остановилось, ЦРП пополз, лечение у него остановилось, ЦРБ пополз вверх, опять появилось пресептическое состояние, и, естественно, у него начались там боли. И МРТ мы сделать больше не смогли, соответственно, больше мы к этому хирургу не возвращались, потому что, когда мы пришли домой после этой консультации, сыну я ничего не сказала, меня, естественно, трясло, но мне нужно было держать хорошее лицо. Мужу я сказала, он был в абсолютном шоке. Бабушке с дедушкой, то есть маме с папой моим, мы тоже ничего не сказали. Потому что мы посчитали, что они в их возрасте, там, 80 и 86 лет, это может быть тоже такой шок, что не дай бог. И вот здесь я хочу пояснить свою позицию в связи с тем, что были такие комментарии, что типа вашему сыну 20 лет, а вы с ним все нянчитесь, как будто он ребенок, сыночка, корзиночка, ему попку потираете и так далее. Дело все в том, что для меня это совершенно естественная ситуация, поскольку в нашей семье все друг друга поддерживают. Если бы заболел мой муж, я бы пошла с ним, если заболевают мои родители, мы ходим с ними, если заболевает любой из детей, мы ходим с ними, если заболеваю я, со мной тоже кто-то ходит. То есть это поддержка, это любовь, это нормальная история. И проблема была не в том, что мы собирались принять решение за Ваню. Проблема была в том, что мы до того, как мы не получим полного диагноза и не поймем, что именно мы лечим, и каким образом ампутация ноги нам поможет, и поможет ли, и в каком объеме ее нужно ампутировать, мы все-таки, мне кажется, обоснованно считали, что для этого нужен диагноз. Поэтому мы решили таким образом, что до тех пор, пока мы не получим четкого диагноза и направления онкокомиссии, потому что онкокомиссия дает рекомендации лечения, и в случае ампутации она дает рекомендации об ампутации. И тогда мы скажем Ване: безусловно, мы такое решение без него принимать бы не могли, и мы должны были бы ему в любом случае, если было бы такое решение онкокомиссии, мы должны были ему обязательно сказать, что такая ситуация, и я допускаю, что он мог бы отказаться. Потому что для человека в 20 лет оказаться мало того, что без одной ноги, без одной почки, но еще и со стомой, без прямой кишки. Ну, вы знаете, я, например, честно говоря, даже для себя не уверена, что в 20 лет я бы приняла этот вариант. Вероятнее всего, я бы сказала: знаете, дайте мне тогда просто умереть спокойно с двумя ногами. Потому что мне кажется, что любой человек имеет право на достоинство, имеет право выбора. То есть этого права мы у нашего ребенка не можем, не отбирали бы в любом случае. Самое интересное, что ну, когда мы вернулись, естественно, меня просто вот трясло мелкой дрожью. Тут уж, знаете, тут у меня такое ощущение, что если выпить бутылку коньяка, и то тебя не расслабит. Хотя я вообще, в принципе, не пью. Я позвонила врачу, ортопеду, травматологу, который ежедневно в клинике типа Склифосовского в Москве, только в венгерской клинике, занимается спасением жизни людей просто с утра до ночи. И я рассказала об этой ситуации, спросила у него про этого хирурга. Он говорит: вы знаете, я с ним особо не сталкивался, но надо сказать, что вот здесь уже я почувствовала, может быть, не права я, конечно, некоторое, не то что отрицательное отношение, но, скажем так, обычно, когда человек очень хороший, и его к мнению нужно прислушиваться, об этом ты понимаешь. А, как правило, когда не хотят говорить плохого о коллеге, вот происходит такая реакция, что я с ним не сталкивался, ничего не знаю. Я говорю: знаете, он рассказал, что он делал подобные операции, женщина жива, и все хорошо. Он сказал: нет. Да, я знаю про эту операцию, про нее писали все венгерские газеты, только женщина не прожила полугода и уже где-то 1,5 месяца назад как умерла.
И вот здесь у меня сразу возникло несколько вопросов этического характера. То есть, во-первых, я не уверена, что корректно показывать одному больному такие детали операции другого. Во-вторых, не слишком этично не говорить об исходе этой операции. И также не слишком этично предлагать ампутацию при человеке, который к этому совершенно не готов, при молодом человеке, не подготовив его предварительно, хоть как-то, не дав ему возможности вообще прийти в себя. И также, с моей точки зрения, неправильно ставить диагноз, предлагать лечение не до постановки диагноза. То есть, если бы мы согласились, нас бы буквально сразу положили в больницу и сделали бы эту операцию. Я так понимаю, что эта операция принесла вот этому хирургу известность, ну, в связи с тем, что они действительно писали в прессе, и вполне может быть, что таким образом он хотел утвердиться. При этом я, в общем-то, не исключаю, что он не хотел нам ничего плохого. Хотя, знаете, вот у меня муж посмотрел его сайт, он говорит, знаешь, говорит, я просто удивляюсь, вот у него в лице ничего не дрогнуло, когда он об этом говорит, а у него 2 детей маленьких. То есть неужели он так же бы вел себя при детях? Но это, знаете, все эмпирические вещи, то есть это эмоциональность, но я же и не говорю о том, что я буду говорить как робот. То есть это то, что произошло в моей семье, в моей семье, с моими родными людьми, и говорить как робот я об этом, правда, не могу. Но какие бы рекомендации, то есть по поводу решения нашего вы поняли, что мы решили ждать решения онкокомиссии, в любом случае запрашивать какое-то второе мнение у кого-то и принимать решение, если это совершенно неизбежно, то тогда рассказывать об этом Ване, если нет другого варианта, да, и предлагать ему вот эту альтернативу и ждать его решения по этому поводу. Так вот, какие бы я дала рекомендации в данном случае? Ну, во-первых, быть готовым абсолютно ко всему, что угодно. Поэтому, если вы ведете человека, который психически не то чтобы нестабилен, но у которого психика достаточно нежная, можно каким-то образом заранее договориться с врачом, чтобы обсуждение планов происходило без присутствия этого больного. А этого больного в этот момент попросить посидеть, принести что-то, что угодно, придумать. Заранее можно придумать план, чтобы этого не произошло при нем. Безусловно, любое лечение – это повод получить второе мнение, но особенно если идет речь о радикальной операции, даже если вас посылают к самой большой звезде, к самому большому светилу, это повод получить второе или третье мнение. Особенно если речь идет об операции, которая настолько радикально, что необратимо. То есть вторая нога у вас не вырастет. Скажем так, удаление одной почки означает, что у вас есть вторая, и у вас есть возможность прожить более или менее здоровым человеком. Удаление одного легкого, насколько я знаю, тоже. Удаление одной ноги без возможности протезирования и со стомой – это полная инвалидизация человека, огромный шок, который, в принципе, с моей точки зрения, почти невозможно пережить. В будущем мы встретимся с несколькими людьми, у которых была ампутация по подобной причине. Практически никто из них эту ампутацию вот такого уровня не пережил. Причем тут, знаете, если злокачественный диагноз, есть очень большая опасность того, что остаются дополнительные клетки. Об этом нам, собственно, потом подтвердили в онкоцентре. Достаточно там нескольких онкоклеток, которые останутся вне зоны операции, и все начнется заново. И тогда организм, который был подвержен огромному шоку, потере крови, плюс психологическая травма, человек может, психика может спровоцировать дальнейшее активное развитие лекарств, болезни, извините, плюс шок от самой операции может вызвать тоже летальный исход или психические какие-то повреждения. То есть во всех ситуациях нужно просить второе мнение, но особенно если диагноз неясный, новый, редкий, если мнения врачей не совпадают, если последствия операции необратимы, или вам предлагают очень агрессивное лечение, которое связано с серьезными побочными явлениями. Например, вот я узнала, прочитала, я же готовилась, да, я узнала, что Американское онкологическое общество прямо относит неясность диагноза и желание убедиться, что рассмотрены все варианты, к причинам получить второе мнение. То есть
даже если вы очень привязаны к вашему врачу, вы его любите и уважаете по-человечески, это не предательство по отношению к врачу. И если врач хороший, и если врач человек, он, безусловно, вам поможет в этом даже сам. То есть это ни в коем случае не предательство его интересов. Скажу сразу, забегая вперед, в Германии получение второго мнения – это обязательная процедура при любом серьезном лечении. То есть тебе даже не нужно об этом просить, они это делают по протоколу, даже если речь идет о лучшей клинике страны. Далее, если вам предлагают такого рода операцию, необходимо узнать, насколько срочно нужно принимать решение. Потому что мы все люди, у нас могут быть разные побуждения для предложения того или другого варианта. Например, тот же хирург может знать о том, что он там через неделю уходит в отпуск, и поэтому он заинтересован в том, чтобы провести вашу операцию как можно скорее, а на самом деле такой срочности не нужно. Вы об этом никогда не знаете, поэтому лучше вам точно, причем желательно письменно, запросить у врача всю эту информацию, то есть чтобы она прозвучала не просто так в воздух, а чтобы вы имели письменное подтверждение. Вы можете прямо официально у этого врача запросить по электронной почте или по тому методу, который принят в вашей стране, его заключение по следующим вопросам и задать ему все эти вопросы. Далее вам нужно задать следующие вопросы врачу, с моей точки зрения. Что именно вы хотите сделать? То есть нужно полный план операции или полный план вмешательства или лечения. Какова цель этого лечения либо этой операции? Что произойдет, если ее не делать? Какие существуют альтернативы данному решению? Вот это очень важный вопрос, потому что, как правило, и в нормальной ситуации все врачи ездят на международные конференции, на которых предлагаются различные новые методики лечения менее инвазивного, менее тяжелого разных заболеваний. И опять же, забегая вперед, я могу сказать, что оперативное лечение этой опухоли было возможно. Оно было невозможно в Венгрии, но я абсолютно исключаю тот факт, что этот врач не знал о том, что существует альтернативное лечение. Я задала ему вопрос такой, я спросила: скажите, пожалуйста, каким-то другим образом убрать эту опухоль можно? Он сказал: нет, абсолютно никаких вариантов нет. Вот я могу сказать, что вот к прочим некорректностям, которые я назвала сейчас, я считаю, что также было некорректно. И это да, то, что мы сделали потом, это было платно, но человек должен знать о том, что есть такая возможность, потому что мы можем собрать деньги, мы можем занять, мы можем взять кредит, если у нас денег нет. И также сколько времени у меня есть для того, чтобы получить второе мнение. То есть это вопросы, почему я вам их продиктовала, потому что именно такие вопросы рекомендуют задавать перед серьезным хирургическим либо другим вмешательством профильные пациентские организации, то есть организации по защите прав пациентов, грубо говоря. Не бойтесь сказать, что я не понял. Попросить врача рассказать это человеческим языком, потому что информационное согласие подразумевает не только, что вы подмахиваете какой-то документ, не читая, а понимание предлагаемого решения, его рисков, последствий и преимуществ. Обязательно, с моей точки зрения, когда вы идете на такой серьезный консилиум, ну, мы в том случае случайно получилось, что мы пошли вдвое, в любом случае мы пошли, конечно, но мы просто не думали, что будет сразу принято такое решение, но слава богу, что мы оказались двое. Очень хорошо брать с собой второго человека, потому что один слушает, другой анализирует. Один может быть в шоке, второй страхует и запоминает детали. Один выводит больного, второй продолжает разговор с врачом. Кстати говоря, опять же, те же пациентские организации, то есть организации по защите прав пациентов, рекомендуют приходить с близким человеком, который поможет услышать и понять информацию, когда вы приходите за вторым мнением. И, безусловно, то, что, в общем-то, очевидно, но я, тем не менее, это повторю, что нужно собирать все документы, все заключения, гистологию, диски КТ и МРТ.
выписки, результаты биопсии и предлагаемую схему лечения, чтобы у вас была папка, сложенная в хронологическом порядке. Я такую папку завела и на компьютере тоже. Плюс я, опять же, всю информацию анализировала с использованием искусственного интеллекта, в том числе и этот диагноз. И то же самое абсолютно мне повторил искусственный интеллект, который сказал, что настолько мало сейчас информации об этом новообразовании у Вани, что говорить о настолько серьезной операции, это не просто преждевременно, а чуть ли не, ну, вообще неприемлемо абсолютно. И еще важный момент, который я уже проговорила, но, пожалуй, обращу на него внимание, что один врач, какой бы он ни был известный, какой бы он ни был звездой, насколько бы вы ни превозносили везде, это всего лишь один врач, это все равно один человек. Да, его операция врача, его репутация имеют огромное значение, но известность врача не превращает его мнение в неоспоримую истину. В конце концов, у вас близкий у вас только один, нога у него левая или правая, или тоже одна, никогда больше не вырастет. И в том случае, если потом выяснится, что можно было не делать операцию, репутация врача вам никак уже не поможет. И мы ушли от этого хирурга, решили ждать окончательного решения онкокомиссии. На тот момент я была уверена, что самое страшное в этой истории я уже услышала. Но я ошибалась, потому что наше хождение по мукам только-только начиналось. Потому что очень скоро Ваня попадет в Сент-Януш-Корхаз, в котором ему сделают операцию минимальную, не решающую никаких проблем. У него поднимется ЦРП до 3, ЦРБ, реактивный белок, до 300. Гемоглобин упадет до 50. Ему быстро поднимет гемоглобин и вышибут из больницы с ЦРБ 300. И отправит его, куда вы бы думали, на консультацию к тому же хирургу. Круг замкнется. И тогда мы окажемся перед выбором, соглашаться ли на предложенную Сент-Януш-Корхазом. Это интрига. Именно Сент-Януш-Корхазом, не онкоцентром, а радикальную операцию, или искать человека, который предложит нам какой-то третий путь. Смотрите о дальнейших наших шагах и приключениях в моем следующем видеоролике. Огромное вам спасибо за внимание и до свидания.